Друзья, всем привет! В этом ролике пойдет речь о том, что страны Европейского Союза, да, практически все, они не справляются уже с таким огромным наплывом нелегальных мигрантов, которые попадают в Европейский Союз, и поэтому они решили пересмотреть и внести предложение, чтобы изменить конвенцию о беженцах. И если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться все, что к чему. И, друзья, не забудьте подписаться на мой канал. 28 июля 1951 года конференции полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, которая была созвана в соответствии с резолюцией 429.5 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 50 года, сколько лет назад, да, была принята Конвенция о статусе беженцев. Как раз таки в Германии по этой конвенции беженцы из стран Африки и Ближнего Востока получают убежище. И все национальное немецкое законодательство, не только немецкое, а законодательство национальное стран-участниц Европейского Союза как раз таки исходит изначально из этой конвенции. Это главный документ для них касаемо статуса беженца, принятия статуса беженца, проверки там и так далее. В конвенции закреплен принцип невысылки. Значит, что это за принцип? Значит, согласно этому принципу, ни один беженец не может быть возвращен в страну исхода, то есть к себе на родину из той страны, от которой он бежал, если его жизни и свобода могут подвергаться серьезной угрозе на родине, то есть в стране исхода. Кроме этого, есть интересная статья еще 31 в этой конвенции. Она называется «Беженцы, незаконно находящиеся в стране, которая дает им приют». Вот там четко указано. Вот внимательно я вам сейчас зацитирую, что там указано в этой статье. Договаривающиеся государства не будут налагать взысканий за, внимание, незаконный въезд или незаконное пребывание на их территории беженцев, которые, прибыв непосредственно с территории, на которой их жизни или свободе угрожала опасность, предусмотренная в статье 1, въезжают или находятся на территории этих государств без разрешения, при условии, что такие беженцы без промедления сами явятся к властям и представят удовлетворительные объяснения своего незаконного въезда или пребывания. То есть теперь вы понимаете, когда везут завернутого в ковре, я утрирую, афганского беженца, который, не имея документов, незаконно, он идет на это, он знает эту статью, ему адвокаты перед тем, как он едет, проконсультировали. То есть его везут в ковре, где-то в грузовике, управляет этим грузовиком, и таких, как этот афганец, там еще человек, наверное, 15 везут, да, незаконно, без документов. Значит, они их везут там по Балканскому пути, проникли на территорию Европейского Союза, везут его в Германию. Да? Управляет этим грузовиком тоже какой-то, я не знаю, неудачник, который на это идет за 2-3 тысячи долларов, да? Или евро. Гражданин там или Сирии, или гражданин Украины, в основном это граждане Украины, там румыны этим тоже занимаются, турки. Значит, везут его, и, соответственно, их немцы ловят, полиция, этот останавливает грузовик, вот эти все беженцы, афганцы, они говорят, да, мы незаконно пересекли границу, но мы убегаем от Талибана, нам там угрожает опасность здоровью, жизни, нас там преследуют, бьют и так далее. Все, мы идем, сдаемся, мы и хотели это сделать. Все, им ничего не будет абсолютно, их забирают и там в Хайме отправляют, и дальше они уже идут по процедуре, пишут ходатайство о предоставлении убежища, документы там и так далее. А вот этих вот водителей берут под стражу и судят за контрабанду нелегалов. Понятно. То есть этих афганцев не отправляют назад. И как раз таки защищает их вот именно эта норма, которую я указал, зачитал в этой конвенции. Сейчас Европейский Союз столкнулся с миграционным кризисом после 2015 года, значит, из-за массового наплыва беженцев, нелегалов, да, в том числе из стран Африки и Ближнего Востока. Ежедневно только на территорию Германии пытаются проникнуть примерно 2000 беженцев. Представляете, 2000 ежедневно. Это статистика немецкого МВД.
Значит, этих людей нельзя выслать как раз таки по той причине, которую я вам указал. Значит, по данным Европейской комиссии, в 2023 году уровень нелегальной миграции в ЕС достиг исторического максимума. Было выявлено около 390 тысяч человек. Более миллиона человек обратились за убежищем в странах Европейского Союза. А число заявлений почти достигло исторического максимума 2015-2016 годов. Когда была первая волна, скажем так. По этой причине Европейский Союз начал обсуждать новые правила, которые предполагают отход от норм, которые я указал, которые действуют сейчас, и эти нормы закреплены в этой конвенции о беженцах. Значит, как они хотят сделать? Они хотят разработать нормы и правила, по которым можно вот таких вот афганцев возвращать. Но для этого нужно внести изменения в саму конвенцию, потому что она сейчас действует. Это такой непростой процесс, потому что конвенция, еще раз говорю, это такой документ, это конвенция ООН, на Генеральной Ассамблее была принята и так далее. Объяснение простое, для чего это надо сделать. Следует отметить, что эти принципы, которые внесены в конвенции, указаны, были разработаны после окончания Второй мировой войны. Конвенция была принята в 1951 году. И характеризовались совершенно иной геополитической ситуацией, нежели сегодня, говорится в разосланном дипломатическом документе. Раньше была, когда это принималась конвенция, и эти нормы, они в принципе не изменялись, была одна геополитическая ситуация. Сейчас ситуация поменялась, да, прошло там сколько, 70 лет после принятия этой конвенции, значит надо ее поменять. Из-за того, что сейчас уже совсем другая геополитическая ситуация. Помимо этого, способность государств, членов Европейского Союза принимать такое огромное количество мигрантов, это реальное уже испытание, потому что уже просто, например, в Германии их негде уже селить, там уже местные власти районов просто воют, там в суды подают уже на вышестоящее руководство, потому чтобы и просят, чтобы суды, значит, запретили распределять этих беженцев, потому что там уже полностью все спортзалы заняты, уже прямо в полях ставят палатки и так далее. То есть просто и такая ситуация везде, и в Греции, и в Испании, практически в каждой европейской стране. Кроме этого, самое главное, что вот эти вот мигранты, которые прибывают и попадают в страны Европейского Союза, они не стремятся интегрироваться в то общество, которое их приняло. Вместо этого они формируют отдельные общества, в которых могут культивироваться нормы и правила и обычаи, которые у них на родине были. И эти зачастую обычаи и нормы и правила, они противоречат европейским ценностям. Я уже рассказывал, что в Германии было проведено огромное исследование. И называлось оно «Параллельные общества». Я снимал об этом ролик, наверное, это был, может, 8 месяцев назад. Там, значит, смысл такой, что в Германии, в крупных городах есть огромное количество беженцев. В основном это мусульманские страны, которые не знают, которые живут отдельно. Туда боится заезжать полиция, скажем так, да. Там как гетто, не гетто, но вот они там живут, значит у них там свои обычаи, свои наказания, свои нормы, своя культура и так далее. То есть там они не просто не интегрируются, им это не надо. То есть они там живут по своим обычаям, по своим законам. Хотя это Германия. То есть, пожалуйста, едьте себе там в Сирию или там в Афганистан, там живите. Нет, они живут в Германии, получают социальные пособия, но живут не по немецким законам, а по законам своей страны. То есть таким образом формируются параллельные общества. И эти общества практически в каждой развитой стране. Во Франции они есть, в Германии, в крупных странах, где большое количество беженцев. Инициаторами этого изменения, этой инициативы выступили польские политики и дипломаты. Эта уже инициатива активно обсуждалась на встрече министров внутренних дел стран, членов Европейского Союза. И в дальнейшем эта инициатива будет выноситься на международный уровень с целью внесения правовых изменений в Конвенцию о беженцах.
Значит, и эту идею, эту инициативу уже поддержали полностью двумя руками власти США и власти Великобритании. Потому что у них похожая ситуация. В Америке там вообще, ну я про Америку как бы там пару роликов снимал, вижу неинтересно. Вот в двух словах объясню. Там Трамп договорился с президентом Сальвадора о том, чтобы всех нелегалов, всех, причем если это не только касаемо нелегалов из Сальвадора, да, всех мексиканцев, вообще всех нелегалов перемещать, там самая большая тюрьма, не помню как называется в Сальвадоре, 40 тысяч заключенных вместить. Вот будут всех нелегалов перемещать в эту тюрьму в Сальвадоре. Уже подписали соглашение, это вот было вчера. Плюс они будут нелегалов, преступников размещать на базе Гуантанамо на Кубе. Вот так, американцы. То есть они решили конкретно взяться за нелегальную миграцию. Поэтому они, конечно же, это предложение польских дипломатов поддержали. Друзья, что думаете вы по этой теме? Смогут ли они внести изменения в эту конвенцию или нет? То есть, ну и опять же, главный посыл такой, что внести изменения, чтобы можно было этих всех афганцев, сирийцев, которые незаконно пребывают, чтобы можно было их депортировать обратно, возвращать на родину. Потому что сейчас это не позволяет конвенция. Вот и все. Напишите свое мнение в комментариях.